15 декабря 2024 года в 17:00 при среднесуточной температуре наружного воздуха минус 12,5 градусов Цельсия потребление мощности в московской энергосистеме достигло исторического максимума 19,883 гигаватта, я вот так вот, тысячных гигаватта. Это на 37 мегаватт больше предыдущего максимума, который был зафиксирован в начале года, 18 января, при температуре минус 12,1 градуса Цельсия. И прогнозирует системный оператор, что будет еще превышен, скорее всего, этот рекорд. Зависит от температуры, от того, как будет работать промышленность Московской области и столицы, и от того, как мы с вами будем потреблять. То, что находится это все на грани, системный оператор уже высчитал и доказал, поэтому в новой свежеотредактированной, свежеутвержденной схеме и программе развития предусмотрено дополнительное строительство генерирующих мощностей в Московской области и дополнительное строительство сетевых мощностей с тем, чтобы можно было подстраховаться. Московская система на грани. Не стоит об этом забывать. Рекорд установлен при температуре минус 12. Давайте задумаемся, что будет при минус 25. Все включат обогреватели, все включат компьютеры, телевизоры, электрочайники. У нас изменилась структура потребления за прошедшие 30 лет. Очень много электроприборов появилось. То есть электровооруженность, если угодно, простого гражданина Российской Федерации резко выросла по сравнению с тем, что было в 90-е, да и в начале нулевых годов. Гораздо больше гаджетов, гораздо больше электрических устройств. Плит электрических стало, опять же, больше. По мере развития строительства отказываются от газа в пользу электричества. Но я тут... О чем нам говорит, собственно говоря, системный оператор? Если в этом году средний рост спроса на электроэнергию по России ожидается порядка 4%, вероятнее всего, то рост спроса в домах, в жилых помещениях 7,7%. Мы практически в 2 раза быстрее наращиваем потребление электроэнергии в своих жилищах, чем наша промышленность. И тут еще один момент. Потребление электрической энергии в московском регионе, я сейчас вообще неожиданно предложу посмотреть на ситуацию. Потребление электроэнергии в московском регионе за год составляет где-то примерно 125 миллиардов киловатт-часов. Ну, скорее всего, уже будет 130, мы будем стремиться к 135, но вот нам периодически задают вопрос, а вот там энергосистема Украины. Ну вот Украина сейчас в нынешних границах потребляет как московский регион, может, чуть поменьше. И если пик спроса на мощность около сейчас 20 гигаватт в московском регионе, вот нужно исходить из того, что Украине нужно где-то примерно 18-20 гигаватт. Это так, отскакивая немножко в сторону. Совершенно напрасно, потому что у киевских властей сейчас есть эксклюзивный вариант. Если не хватает электроэнергии, достаточно отдать лишнюю область, и электроэнергии всем хватает. Так, ну это... Эксклюзивно. Не хватает газа, повторяем маневр. Ну и, собственно говоря, от темы поздравления еще раз, с Днем энергетика. Поздравляем всех причастных и косвенно причастных тоже. Косвенно причастным относится вся наша страна. Я надеюсь, что праздник – это День надежды. Я надеюсь, что мы увидим план ГЛРО 2.0. Я напомню, что если смотреть на финансирование плана ГЛРО, то на, собственно, электроэнергетику, на строительство сетевого хозяйства приходилось не более 8% общего объема финансирования. План ГЛРО – это первый план индустриализации России. Электроэнергия пришла в промышленность, электроэнергия пришла в сельское хозяйство. И я сильно подозреваю, что это нам необходимо повторить еще раз, но для этого нужно вспомнить, что такое искусство планирования. Ну и, собственно говоря, переходя к этой теме, к искусству планирования, заметим, что Минэнерго ожидает рост мощности энергосистем России до порядка 300 гигаватт к 1942 году. Ну и вот, переходя к этой теме, я предлагаю посмотреть, как выглядела энергосистема СССР и РСФСР в начале 90-х годов. Давайте соответствующую цитату, и потом будем знакомиться с тем, как энергосистема выглядит сейчас. К началу 90-х годов суммарная установленная мощность электростанций ЕС СССР достигала 348 миллионов киловатт, гигаватт, проще говоря. А выработка электроэнергии в 90-м году составила 1728 миллиардов киловатт-часов. Только на территории РСФСР в нее входили 593 ТЭС, 100 ГЭС и 9 АЭС с суммарной мощностью, запомните, пожалуйста, 213,3
гигаватта, а также линии электропередачи сверхвысокого напряжения протяженностью около 45 тысяч километров. Это начало 90-х. Распад СССР, и вот как раз что было на территории РСФСР. А какие параметры сейчас? Давайте глянем. Вот, если можно, наш чудесный список, который мы подготовили. Установленная мощность сейчас 263,1 гигаватта. Это нельзя воспринимать как вот напрямую, ну, то есть это не плюс 50 гигаватт в чистом виде к тому, что было в 90-м году, потому что какие-то мощности выводились из эксплуатации, какие-то, наоборот, строились. Было построено что-то порядка 80 гигаватт за это время, ну, и часть гигаватт было выведено. Ну, вот, собственно говоря, прирост произошел. Выработка в ЕС России – это данные за 2023 год, и установленная мощность на начало текущего года, ну, итоги года пока не подведены, поэтому пользуемся этой информацией. Собственно, выработка вот такова. Она растет относительно показателей конца 80-х, начала 90-х годов с 2016-2017 года. С 2019 года. Ну и потребление. Потребление у нас тоже выросло по сравнению с тем, что было в 90-м году, примерно на 100 миллиардов киловатт-часов. Это в пределах Российской Федерации вот конкретно сейчас. Ну и можно вот ознакомиться с сетевым хозяйством. Это не в пределах территории Российской Федерации, это данные по единой энергосистеме. Кроме того, на территории России действует объединенная энергосистема Востока в составе Амурской области, Еврейской автономной области, Приморского края, Хабаровского края, и технологически изолированные территориально-энергетические системы, которые занимают территории Магаданской области, Чукотки, Камчатки, севера Якутии, севера Красноярского края. По ним данных нет. Ну и, собственно говоря, на этой неделе прошло заседание Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации, на котором замминистра энергетики Евгений Грабчак, который вот был как-то в нашей студии, будем надеяться, еще появится. В воскресенье это вряд ли. Мы надеемся. Это не дает... будем. Борис, ну, я предлагаю нам вдвоем надеяться на это. Тем более воскресенье. Чего тут делать с энергетикой в зимний период времени? Только ходить к нам и беседовать о всяком. Так вот, он заявил, что Минэнерго ожидает рост мощности энергосистем России до порядка 300 гигаватт к 1942 году. В рамках генсхемы планируется модернизация 67 гигаватт мощностей. Из текущих 253 все-таки в ЕС это 253, а вот эти 263, это, я так понимаю, мы вместе со всеми данными. АЭС Востока, да. Все, что у нас в Арктике, в изолированных системах учесть вообще нельзя. Так, господи, что там всего? И, конечно, вот я когда слышу все эти цифры, вал по плану, план по валу, мы увеличим на столько-то гигаватт, конечно, очень хотелось бы увидеть Евгения Петровича в студии, чтобы задать ему вопрос. А в связи с чем, Евгений Петрович, коэффициент использования установленной мощности в единой энергосистеме с трудом добрался до 53%. У нас есть энергодефицитные регионы, юг Сибири, объединенная энергосистема Юга. К сожалению, объединенная энергосистема Дальнего Востока, мы в 3 раза сокращаем объем поставок электроэнергии в Китай, потому что самим не хватает. При этом 48% времени наши электростанции не могут выдать мощность по причине недостаточной емкости, мощности, протяженности системы электросетевого хозяйства, линий электропередач, подстанций, трансформаторных хозяйств и так далее. Увеличивать объемы установленной мощности – это хорошо. А может быть... Тем не менее. В рамках программы развития электроэнергетики до 30 года, с 25 по 30 год, юг России, Дальний Восток, юго-восточная часть Сибири и Московский регион определены как регионы, где требуется строительство новых объектов генерации. Ну, утверждение документа правительством Российской Федерации ожидается, как это неудивительно, в декабре 2024 года. Если мы говорим о программе до 2030 года, эта схема и программа развития, они уже утверждены. Если мы говорим о комплексном, о генеральной схеме размещения объектов, новых объектов генерации до 1942 года, да, она пока не утверждена. Замечу, что тот же Евгений Петрович Горобчак на
недавнем совещании Ассоциации развития возобновляемой энергетики сообщил, что многие планы энергетических компаний будут сдвинуты вправо, поскольку выдержать вот такую ставку Центрального банка компании просто не смогут. У нас вообще был интересный период, когда увеличивали... Был у нас так на протяжении последних 10-20 лет период, когда резко увеличена была ключевая ставка, и многие перестали платить за электрическую энергию, потому что не платить, а потом оплачивать пени и штрафы было дешевле. Значительно дешевле. Было дешевле, чем брать кредиты и оплачивать потом кредиты и проценты. Правда, сейчас была изменена, в связи с этой интересной схемой, была изменена система начисления пеней и штрафов, и сейчас так уже сделать будет несколько проблематично. В любом случае, на день сегодняшний энергетическим компаниям намного выгоднее свободные деньги разместить на депозитах и ничего не делать, чем заниматься строительством чего-то нового. Наша мхатовская пауза по этому поводу. Я, собственно говоря, практически цитирую Министерство энергетики. Может быть, мы когда-нибудь услышим какие-нибудь слова от Центрального банка. Они собирались охладить экономику или они собирались охладить Россию? Отсутствие новых теплоцентралей – это охлаждение России, не экономики даже. Ну и про Минэнерго. Пара слов добрых. Я сегодня за доброго полицейского, Борис за злого. Так вот, Минэнерго рассказала об основных аспектах энергетической стратегии до 50-го года на Международном энергетическом форуме Energy Space 2024. Ну и давайте посмотрим, что же к 2050 году ожидается у нас в энергосистеме. У нас ожидается рост добычи жидких углеводородов до 540 миллионов тонн, что несколько странно, учитывая, что 555 у нас добывалось как раз в конце 10-х годов, и так году в 2021 мы вот приближались примерно к этой отметке. Ну, возможно, подразумевается, что будет в мире падать потребление нефти. Некоторые вот предполагают скорый пик спроса на нефть. Ну и, соответственно, наша добыча, вот она примерно на тех же уровнях, которые были в конце десятых, и останется. Добыча газа будет порядка 900 миллиардов кубических метров. Я так полагаю, что это синхронизирует с строительством новых газовых электростанций. Ну, то есть исходит из того, что газовые электростанции построили. Вот у вас потребитель. И газификация опять же. Ну и добыча угля превысит 600 миллионов тонн. То есть плюс почти 200 миллионов к тому, что есть на данный момент. Неплохо. Ну, с учетом того, что добыча угля сейчас падает, будет куда разгоняться, если угольная отрасль вообще сохранится. Отдельное спасибо Министерству энергетики за то, что идет обсуждение деталей энергетической стратегии на международных форумах. И большое спасибо за то, что вы не даете лишней работы экспертному сообществу, нигде не публикуя проект энергетической стратегии. У нас есть свободное время. Большое вам за это спасибо. Пишут, что Борис не злой, но ехидный. Если вы тоже хотите что-нибудь написать, можно воспользоваться вот этим QR-кодом, задать вопросы, написать предложения, замечания и прочее, прочее, прочее. Вот, пожалуйста, если вопрос относится к тематике нашей программы, мы даже его зачитаем и постараемся на него ответить. Если не относится, а такие уже поступают, не зачитаем и не будем стараться на него отвечать. Вот такой порядок работы. Кстати, я предлагаю тогда, может быть, прежде чем мы перейдем к следующей теме, зачитать что-нибудь, или нам есть еще что сказать по этому поводу? Я думаю, что нам есть что сказать. К сожалению, год для электроэнергетики выдался не самым удачным. Мы помним, что произошло в Объединенной энергосистеме Юга летом. Мы помним, что произошло в Приморье в конце лета. Это говорит о том, что ошибок более чем достаточно, о том, что результаты реформ РАО ЕС России, которые были проведены команды блистательного энергетика наших дней, Анатолия Борисовича Чубайса, наверное, пора немножечко пересмотреть. Напоминаю, что целью реформ был приход крупных частных инвесторов в систему генерации. У нас к естественным монополиям относится Россити, то есть все, что касается передачи электроэнергии, это естественная монополия, а крупный частный бизнес должен был прийти для того, чтобы строить новые электростанции, модные, современные, красивые, экологические и так далее. Не пришел. Если мы из этих 263 миллиардов гигаватт установленной мощности
Просто посмотрим, каковы установленная мощность Росэнергоатома, Росгидро, Интеррао, Газпромэнергохолдинга. Учтем то, что у нас ушел целый ряд европейских компаний, и акции этих компаний находятся в распоряжении правительства Российской Федерации, то правительство с учетом государственных компаний, компаний с государственным участием, контролирует порядка 82% генерации. Это не те результаты, о которых было заявлено в 2008 году. Я очень прошу наших уважаемых министерств, наших уважаемых депутатов задуматься о том, что реформы закончены. Если и результат не достигнут, значит, нужно что-то пересмотреть. А теперь вопросы. Замечания, предложения. Я так думаю, что мы не раз еще будем напоминать о чудесных реформах, которые были запущены 16 лет назад, даже уже чуть больше, с учетом того, что в начале 2008 года они активно стали реализовываться. Ну, отметим 17-летие этих реформ, 18, будем надеяться, 18-летие. В общем, скоро эти реформы не только получат паспорт они уже получили, если бы были человеком, но вот они скоро станут совершеннолетними. И под совершеннолетие, я так понимаю, что доля государственного участия может еще увеличиться, потому что основной прирост, как это ни удивительно, планируется у нас в атомной энергетике в ближайшие годы, в газовой энергетике. Ну, там, куда придет газ, где удастся изменить некоторые стабильные цифры, существующие со времен советской власти. Вот, например, абсолютно стабилен уровень газификации Магаданской области. 0. И таковым будет оставаться, потому что никаких магистральных газопроводов через Магаданскую область в ближайшую 1000 лет никто проводить не будет. И мы задумаемся о том, что слова Сергея Цивилева, нашего министра энергетики, о том, что угольная генерация нам необходима, мы будем об этом думать, размышлять о том, что угольная генерация должна быть такого качества, чтобы не давать нагрузку на окружающую среду больше, чем газовая генерация. Я считаю, что этот вопрос надо... Я не знаю, почему его задают, но он звучит. Скажите, а зачем мы считаем реактивную электрическую энергию? Для того, чтобы не было лишних потерь. И соответствующие шунты необходимо ставить. Да, это не учитывается ни системным оператором, ни нашим уважаемым Министерством энергетики. Я надеюсь, что это будет исправлено. Нормативка исправляется. Будем надеяться, что и об этом вспомнят. Надеюсь, мы удовлетворили. Вот Борис, мне кажется, исчерпывающе все описал. Останавливается... Я вас очень прошу писать чуть как-то вот, чуть более по-русски. Останавливается транзит через бывшую Украину. Как мы с этим справимся? Куда пойдут эти объемы? Эти это какие? Ну, так, для понимания, через Украину за год сейчас идет порядка 15 миллиардов кубических метров. Ожидается, что 15 будет. Ну, там может, 16 даже по итогам года. Ну, в общем, порядка 15. Из этих объемов где-то треть можно будет перебросить на турецкий коридор. 10 миллиардов кубических метров примерно. Ну, как бы так помягче выразиться. За Александра уже все сказал Владимир Владимирович. «Газпром» это переживет. «Газпром» это переживет, но по большому счету у нас Средняя Азия, у нас в Китай как раз 10 с небольшим миллиардов кубических метров прирастет в 2025 году по плану. Ожидается пуск парочки газовых электростанций, так что мы это съедим. Социальная газификация идет. Немножечко увеличиваются объемы потребления газа как моторного топлива. Ничего страшного здесь не произойдет. Я бы напомнил, конечно, есть финансовая сторона вопроса. Газ, поставляемый за рубли нам необходимы. Но есть и моральная сторона вопроса продолжения транзита через украинскую газотранспортную систему. Мое личное оценочное мнение, что этот показатель тоже должен быть учтен, если будут идти переговоры о той или иной форме продления транзита, либо это будет звучать как-то иначе. Есть много юридических вариантов. Крым поздравляет с Днем энергетика и присылает короткий ролик с записью желто-зеленой заправки. Есть такие, знаете, в Крыму желто-зеленые заправки на буковку «А». Вот. И с ценами. Мы, когда говорим про топливо, мы отдельно всегда выделяем и Крым, и город федерального значения Севастополь, и отмечаем удивительную ценовую политику в этом регионе. Отметим ее еще раз и призовем
ответственные органы присмотреться к обоснованности таких цен в Южном федеральном округе. Я бы даже предложил в таких случаях вводить третий показатель — стоимость топлива в Якутске. И сравнивать. С учетом того, что там северный завоз, там Арктика, а вот здесь у нас Арктики нет, а завоз не очень северный. Подскажите, насколько широк жест доброй воли в сторону Абхазии на фоне энергопотребления ресурсов РФ? Вообще не заметен. Я так, знаете, вот если прям кратко. Ну, сказали, что будут гуманитарные поставки, объем не обозначен. Ну, зимой мы себе можем это позволить, тем более, что не так давно Министерство энергетики России сообщило, руководители Интеррау, которые у нас отвечают за экспортно-импортные операции с электроэнергией, обнадежили нас тем, что, может быть, мы удачно пройдем следующий курортный сезон, потому что и Грузия, и Азербайджан согласились на поставки в Россию электроэнергии, потому что у нас лето впереди. Руководители системного оператора, конечно, выразили уверенность в том, что такой жары не будет, но... А вот Интеррау решила подстраховаться и спросила, есть ли возможность. Да, есть. Но если про цифры говорить, то в прошлом году у нас ведь шли поставки в Абхазию. Я напоминаю, мы эти цифры сейчас приводили, но давайте вот в контексте их покажем. Еще раз. Выработано в единой энергосистеме России в прошлом году 1131 миллиард киловатт-часов. 1131 выработан. Потреблен 1121, ну почти 122 миллиарда киловатт-часов. Считайте, десятка пошла на экспорт. На этом фоне Абхазия, мягко скажем, вот очень незаметный потребитель. Но это другое дело... температура по больнице. Да. Объединенная система Юга, если мы говорим о блэкауте, она пришла немножко с другими показателями. Из той электроэнергии, которая в Южном федеральном округе потреблена, внутри этой энергосистемы произведено 94%. Поставки из-за пределов, то есть из объединенной энергосистемы центра, из объединенной энергосистемы Поволжья, составили 6%. Получился блэкаут. Поэтому, конечно, новые мощности — это хорошо. Но, может быть, все-таки больше нужно думать и о том, что у нас мал объем перетоков. А для того, чтобы он увеличивался, нужно строить новые линии электропередач.